взятый президентом Украины Порошенко курс на резкую эскалацию конфликта с Россией сразу по всем фронтам, от духовного до военного, получил логическое завершение в виде подписания 10 декабря закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Безусловно, все эти акции не могли бы быть осуществлены без отмашки из Вашингтона. Вопрос однако в том, как далеко готовы пойти США в поддержке отчаянно цепляющегося за власть, в том числе с помощью откровенных авантюр нынешнего украинского лидера. Ведь он, как и все представляемое им государство, самостоятельной целью американской политики не являются. Они главным образом инструмент достижения иных более крупных геополитических целей. И не только в отношении России, но и проекта «Шелкового пути Китая», который может быть сорван или по крайней мере взят под контроль как раз на пространстве Украины. Говорить о том, кто из политиков больше устраивает Соединенные Штаты на Украине, имело бы смысл, если бы она представляла для них самостоятельную ценность. Но поскольку для них она все лишь инструмент, то по большому счету им все равно, кто возглавляет братскую страну, лишь бы он двигался по пути дальнейшего дистанцирования от России. Поэтому, судя по всему, американцы не намереваются оказывать на предстоящих президентских выборах какое-то особое покровительство Порошенко или еще кому-то. Как бы ни чились другие кандидаты вроде Юлии Тимошенко, в Вашингтоне поддержит того из плеяда антироссийски настроенных претендентов, чьи шансы покажутся им наиболее предпочтительными. И тут действующий украинский президент загоняет сам себя в ловушку. Ему кажется, что обостряя отношения с Россией, он исполняет желания Белого дома. И неважно, что рядовые украинцы от этого далеко не в восторге и все менее склонны доверять Порошенко, своего главного избирателя он видит за океаном. Но поскольку в результате его внутренняя популярность при этом падает, то интерес Вашингтона к нему также снижается. В идеале там всегда хотели медленного, но уверенного дрейфа Украины на запад, а не резких скачков, которые чреваты обращением этого процесса вспять. В этом смысле многие влиятельные американские эксперты полагают, что и в 2014 году тогдашняя администрация допустила просчет, поддержав непредсказуемую стихию на Майдане. Ибо в результате это привело к изменению в ущерб США военного статуса ряда чрезвычайно важных с точки зрения глобального противостояния областей, прежде всего, Крыма. Кроме того, злую службу для Порошенко играет поведение специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, позицию которого он полностью отождествляет с волей Белого дома. Волкер же, возомнив себя всемогущим украинским прокуратором, позволяет себе высказывания, которые впоследствии не вполне поддерживаются американской администрацией или не имеют под собой необходимых ресурсов. Так, в Киеве с большим энтузиазмом отнеслись к рассуждениям Волкера по поводу того, что из-за инцидента в Керченском проливе Россию следует отключить от системы международных финансовых расчетов SWIFT. Дескать, в России остановятся все платежи по карточкам, а ее экономика просто рухнет. Однако американцам, привыкшим видимо к тому, что все на свете принадлежит им, следовало бы напомнить, что SWIFT является частной бельгийской компанией, находящейся под юрисдикцией Бельгии и Евросоюза. И совсем не похоже, чтобы в Брюсселе кто-то действительно всерьез рассуждал на эту тему. Ведь это был бы существенный удар и по самой системе SWIFT. Под влиянием подобного прецедента не только Россия, но и многие другие страны вполне могут задуматься о ее надежности. Более того, указанные шаги, если бы они все же были предприняты, попросту запоздали. За последние годы Москва продвинулась существенно вперед в развитии национальной расчетной системы и выходе на альтернативные международные механизмы. Пару лет назад, наверное, это мог быть нелегкий удар. Сейчас же он может быть перенесен с гораздо менее тяжкими последствиями, лишь ускорив дедоларизацию и деофшоризацию российской экономики. Еще одной самообманывающей страшилкой является широкое распространение на Украине информации о том, что в Черное море вот-вот войдет едва ли не вся средиземноморская группировка ВМФ США, да еще и во главе с ударным авианосцем Трумэн. Однако при этом забывают сказать, что для открытия такого второго фронта Америка, пожалуй, сначала должна была бы объявить войну Турции. По конвенции в Монтрео Турция не должна пропускать через Босфор внечерноморские военные корабли не в таком количестве, не такого класса. Не прослеживается даже тени намека на то, что Анкара вдруг решит отойти от указанной конвенции. Кроме того, не случайно так много копий ломается вокруг Крыма. По своему геополитическому положению этот полуостров занимает доминирующее положение на театре Черного моря. Следует признать, что до его воссоединения с Россией на ее юго-западном фланге зияла изрядная стратегическая дыра.
Однако уже сейчас военный потенциал, расположенный на гигантском непотопляемом авианосце в Крыму, позволяет эффективно и в считанные минуты расправиться не только с якобы плывущей из Америки в степи Украины фантастической армадой, но и с гораздо более значительными реальными морскими силами. Разумеется, до такого столкновения дело вряд ли дойдет, ибо самоубийц в Пентагоне со времен Фаристола значительно поубавилось. Вообще, при таком соотношении потенциалов в данной точке, к счастью, в российскую пользу, любые силовые демонстрации здесь просто бессмысленны и, понятное дело, изменить ничего не смогут. Конечно, определенные символические жесты военного характера со стороны Вашингтона в отношении Украины будут предприниматься и в дальнейшем. Так, 6 декабря Государственный департамент объявил, что ВВС США направили на Украину самолет наблюдения с особой миссией проверки российских войск. По сообщению Госдепа, на борту четырехмоторного ОС-135 находились наблюдатели из США, Канады, Германии, Франции, Румынии и Великобритании. Это один из двух самолетов наблюдения, эксплуатируемых ВВС США в рамках договора по открытому небу от 1992 года. Мы поддерживаем Украину на фоне провокационной и угрожающей деятельности России в Азовском море, заявил Госдеп в Твиттере, объявляя о грядущей миссии ОС-135. Его поддержал Пентагон, отметивший, что временная привязка этого полета призвана подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами. Вот примерно таких реальных военных шагов Америки в отношении Украины и следует ожидать. Ничего нового указанный самолет увидеть над Украиной скорее всего и не смог. Не считая, конечно, постоянно стягиваемых Петром Порошенко военных резервов в зону конфликта на Донбассе. Некоторые американские эксперты уже активно начинают обсуждать то, что зависящий от США Порошенко, в свою очередь, активно пытается использовать их в собственных интересах. Он исходит из того, что они готовы многое ему простить, лишь бы не допустить дальнейший распад Украины, а посему вовсе не обязательно выполнять все их требования. В частности, в отношении борьбы с коррупцией складывается известная ситуация: хвост виляет собакой. Для политики США она не новая, однако опыт показывает, что рано или поздно подобное положение вещей американцам надоедает, они начинают тяготиться такими своекорыстными союзниками и в конце концов от них избавляются.